Всем привет! И сегодня у нас расклад, причем он будет премьерой. А, что тебя ждет в 2026 году по месяцам? По 6 месяцев будем вытаскивать 3 варианта. Как его называют, тайм-коды я поставлю и сразу скажу. Вы уже заметили, что 30 числа раскладов не было. Следующие расклады увидите, когда будет, я выставлю все видео по тайм-кодам. Сразу предупреждаю, сразу поблагодарю всех. С вами 26-й год прошли. Каждой девочке, которая оставляла обратную связь, огромное спасибо. Потому что ваши комментарии, так скажем, меня поддерживали весь этот год. С вами, я не знаю, как вам сказать, в магическом чате все уже знают, я практически прощаюсь. Не навсегда, нет. Если повезет, конечно, то мы с вами встретимся на следующий Новый год. Все расклады я сделаю премьерами. Я вот сегодня начинаю снимать заранее расклады. Как пойдет, да, так скажем. Так как большая часть, со смерти Ани дошли до конца проживания. Поэтому у меня была цель довести вас до конца. Проживание не закрывается. Нет, проживание не закрывается. Вы еще успеете зайти в проживание. У вас будут админы. Вы будете, возможно, от меня, как говорится, какую-то обратную связь получать в магическом чате. Колоды сегодня использую. Таро нейроведьмы и деда номер 1, Таро нейроведьмы и деда номер 2 и номер 3. 4 там где-то. Если хотите себе эту колоду, то одну из этих, то можете зайти на Boosty. Будет функционировать Boosty в автоматическом режиме. Можете взять себе любую из этих колод, макеты, распечатать себе и так далее. Я не знаю, что вам сказать. Я должен с вами как-то попрощаться, но у меня в голове такие вот слова, которые вам не понравятся. Но, как говорится, все там будем, правильно же? Спасибо всем, особенно тем, кто вот каждое видео, как говорится, комментировал. Все будет в автоматическом режиме. Я вам запишу отложенное видео на случай чего. И если вы его увидите, значит все плохо. Видео я запишу на 31 декабря 2026 года. И, соответственно, будут отложенные расклады, будут идти премьерами. Я сейчас вот начну после этого расклада записывать. У меня есть 4 дня. И все. Проживание, еще раз повторяюсь, оно будет 3 числа вечером. Проживание станет дороже. Те, кто успел на проживание подписаться до 3, у вас такая цена будет, какая там указана. Самое главное, не устанавливайте приложение из Play Market, из App Store, вот это Boosty, потому что там ценник в 2 раза виден будет. Проживание с 3 числа вечера будет дороже. Заходите, пока
пока, как говорится, не подорожало, да, потому что те, кто успели, они остаются на том же уровне подписки. Что вам еще сказать? Тяжелый год, тяжелый. 2 года я в жестких депрессиях, но надо вам улыбаться, да, чтобы вы там не скисали. Чтобы не скисали. Но сейчас вот депрессия у меня, как говорится, резко прошла. Ой, дед какой-то слабенький, депрессия у нее. Ну, что поделать, все мы люди, все мы человеки. Итак, что еще сказать? В манифест приходите, он тоже подорожает. Пока у вас есть 3 дня зайти в проживание, чтобы у вас ценник оставался на прежнем. Если там у вас отписка и так далее, то придется подписываться по новой цене. Поэтому кто успеет. И я не шучу, это не манипуляция ни в коем случае. Просто я, как говорится, ухожу. Я ухожу ненадолго, и многие, особенно в магическом чате, уже знают, да, все. Как говорится, Аня дождалась. Ой, Аня никак меня не дождется. Итак, это все шутки шутками, да? Давайте, я думаю, что начнем расклад. Все, что вам нужно, в описании к видео и в закрепленном комментарии. Итак, единички. Первый вариант. Что ждет тебя? Знаешь, вытянули по карте на каждый месяц. Январь, знаешь, он жестко начнется. Прям вот очень жестко. На тебе будет столько всего висеть, что ты вообще удивишься, как ты это вообще тащишь. У тебя, знаешь, 10 жезлов, это все на тебя навалено. Работа, там дом, какие-то обязательства перед людьми, долги, дела, которые накопились еще там с 2025-го. Все это разом навалится на тебя. Ты будешь просыпаться уже уставшая, да? Вроде только проснулся, а уставший уже. Ложишься с мыслью, там, что завтра опять то же самое. То есть ты будешь чувствовать себя вот лошадью, да, которую вот запрягли и погнали, причем без остановки. Она бежит, да бежит и бежит. Но сразу скажу, это не катастрофа. Это просто такой период будет, когда надо, как сказать, стиснуть зубы и тянуть. Но ты справишься. Сразу говорю, январь легким не будет. Будешь мечтать о выходных, как вот о глотке свежей воды. Это в пустыне. И, знаешь, главное не сломаться и не сдаться. И, конечно, не бросить все нафиг. Потому что в январе будет такое ощущение, что вот да ну это все, как говорится, в огород, да? Хочу быть столбовой дворянкой. Но сразу говорю, не бросай ничего. Потому что это все будет временно. Это просто начало года, когда вот все наваливается. А дальше будет легче. Но сейчас вот придется потерпеть. Ну и, конечно, тело пощады будет просить. Физически ты ощутишь вот этот груз. Не игнорируй. Делай, что можешь, чтобы облегчить. Но понимай, что полностью сбросить вот этот груз пока в январе не получится. Только, как говорится, донести до февраля. А в феврале вот как раз ты себя в руки возьмешь. Вот реально прям возьмешь себя вот в руки. То, что в январе тебе казалось тяжелым,
В феврале ты начнешь контролировать. Появится ощущение, что ты вот за рулем, да, что ты всей жизнью управляешь, а не она тобой. И ты куда-то поедешь, прям буквально. То есть командировка, поездка, переезд, что-то связанное с дорогой. И эта дорога, она будет победной. Ты едешь не убегая от января, да, вот от этих тяжелых вещей в январе, а завоевывая новое, понимаешь? И появится азарт, появится желание победить, появится такое желание доказать и себе, и другим, что ты можешь. Ты прям почувствуешь силу, которую давно уже не ощущала. Понимаешь, февраль будет про движение, про скорость, про то, как ты разгоняешься и к своей цели летишь, и никто тебя не остановит. И ты сама решаешь, куда ехать, как ехать, с какой скоростью ехать. Февраль, он тебе покажет, что ты сильнее, чем ты думала в январе. Что вот этот груз из января, он тебя не сломал, а наоборот закалил. И поэтому ты будешь готова к большему. А март будет хитрожопым. Ты будешь хитрожопой. Ты что-то втихаря провернешь в марте. Уйдешь откуда-то, не хлопая дверью, да, и заберешь что-то свое, так, что никто не заметит. Понимаешь? То есть ты сделаешь такой хитрожопый ход, о котором никто не узнает. Это не воровство, нет. Это вот про умение действовать тихо, когда надо. И ты поймешь, что не всегда нужно пролом идти. Иногда лучше, как говорится, обойти, проскользнуть и схитрожопить. Без лишнего шума. И кто-то еще назовет это нечестным, конечно же. Ну, ты же знаешь, зачем ты это делаешь. У тебя есть на это причины. Ты будешь защищать свои интересы вот этими способами, которые работают. А работать в марте будет твоя хитрожопость. И молчать ты научишься, когда молчать надо. Не рассказывать о всем подряд о своих планах. Понимаешь? И не делиться с теми, кто вот просто потом это использует против тебя. То есть, знаешь, как сказать, вот осторожней станешь. И март будет важным месяцем. Ты получишь, знаешь, вот такую, как сказать, навык хитрости, да, который тебе потом пригодится. Умение держать карты при себе, умение действовать, когда другие даже не ждут, что ты это будешь делать. Ну, а в апреле ты понесешься. Прям как угорелая понесешься. Знаешь, появится какой-то человек, который тебя зажжет. То есть человек вот с энергией, с драйвом, будут идеи, которые вот тебе спать давать не будут. И ты побежишь за этим, не раздумывая. Апрель будет стремительным. Знаешь, вот как решение за мгновение, да? Там действия без вот этих долгих обдумываний. То есть ты на адреналине будешь жить. И мужчина, да, вот этот, который появится, он яркий, активный, такой вот импульсивный, который в твою жизнь ворвется и все к херам перевернет. И с ним будет тебе весело и страшно одновременно, понимаешь? Потому что он не тот, кто вот вокруг да около ходит. И тебе вот эта скорость понравится. После такой тяжелой зимы, да, и напряженных месяцев вот этих ты захочешь именно этого. То есть движения, огня, страсти, и получишь их сполна. Главное, голову не теряй, потому что в мае тебе нужно будет выбор делать, и хорошо бы к нему прийти, как говорится, со включенными мозгами. А май ты вот между двумя стоять будешь, между двумя людьми, между двумя путями, двумя вариантами жизни. Надо будет решать, как говорится, налево или направо. То есть с ним или без него, туда или сюда. Это про любовь будет, про отношения. Про то вот, с кем ты хочешь быть, как ты хочешь жить. И за тебя никто этот выбор не сделает, только ты. Май нервным будет, понимаешь? Ты будешь вот
думать об этом постоянно, будешь взвешивать вот эти все за, против, сомневаться, ночью просыпаться, правильно ли я вообще поступаю. Но ты выбор сделаешь, и он будет правильным, потому что к маю ты уже прошла достаточно, чтобы вот себя понимать, чтобы знать, чего ты хочешь, чтобы не обманываться иллюзией. И вот этот месяц изменит всю твою личную жизнь, прям навсегда. А вот в какую сторону, все от тебя зависит. Я не могу за тебя выбор делать, да, но изменения будут точно, чего бы ты ни выбрала. Ну, а в июне мудрый человек появится. Старше тебя, с опытом, с пониманием жизни. Это может быть или родственник старший, или вот наставник, кто-то, кого ты уважаешь. И он тебе даст совет, который ты запомнишь на всю жизнь. Скажет что-то такое простое, но очень важное. Вот июнь у тебя спокойным будет после вот этого мая такого кипишного, вот как сказать по-другому, бурного мая, понимаешь? Время будет осмыслить то, что произошло. Время будет поговорить с теми, кто вот побольше знает, да? То есть июнь это будет время учиться у старших. И вот этот человек, он поддержит твой выбор. Скажет, ты умничка, ты молодец, ты правильным путем идешь. И вот его слова, они дадут тебе уверенность, которой тебе не хватало. Ты почувствуешь вот эту связь, что ты не одна. Что за тобой стоят те, кто прошел этот путь до тебя, и они на твоей стороне. Поэтому июнь береги прям. И человека этого береги. Потому что его вот эти мозги, ну, его мудрость, да, они тебе ой как пригодятся. Давайте перейдем на остальные 6 месяцев первого варианта. Итак, единички. Июль. Ну, июль про планы. Причем такие большие, серьезные планы. Смотреть вперед будешь и решать, куда двигаться. Типа, какой дорогой идти, в какую сторону развиваться. То есть, знаешь, я по-другому скажу. Июль– это будет месяц стратегий. У тебя появится вот это, как сказать, знание, нет, не знание, видение будущего, понимаешь? Вот четко и понятно. Ты поймешь, чего хочешь через год, через 2, через 5, через 100 лет и так далее. И начнешь вот как раз в июле выстраивать путь к этому. Это связано еще, кстати, с переездом, с новым местом, я бы сказал. Это или другая страна, или другой город. Ты будешь думать о том, чтобы вот сменить свое местоположение. Ну и, конечно, начать где-то с чистого листа. То есть июль, знаешь, он даст тебе такое ощущение, что мир огромен, что возможностей много, что ты не привязана к одному месту, к одному сценарию и так далее. И ты свободно выбирать. Поэтому в июле планируй, мечтай и, как говорится, смотри вот эти вот, как сказать, вот этот круглый забыл. Глобус, смотри. Смотри новые места, изучай варианты. Потому что это все не зря, потому что в августе начнется реализация. Август справедливость принесет, понимаешь? То, что тебе причиталось, ты получишь. Это может быть суд, раздел имущества, какое-то официальное решение, что-то вот связанное с законом и правом, да? И решение будет в твою пользу. То есть весы справедливости, они выровняются. Кто должен был, тот заплатит. Кто обещал, тот выполнит. Кто врал, тот разоблачен будешь. Понимаешь? Август, он про баланс и восстановление порядка. Ты получишь то, что заслужила. Прям не больше и не меньше. Честно, по справедливости. И это будет огромное облегчение для тебя.
Если у тебя споры с кем-то были, да, они разрешатся. Если были какие-то там непонятки с деньгами, все прояснится. Если кто-то был тебе должен, он вернет этот долг. То есть август — это будет месяц, когда вот карма работает. Понимаешь? Когда вот все на свои места встанет. Когда, как говорится, можно выдохнуть и сказать: наконец-то я сижу на толчке. Ну, примерно, это я образно говорю. А сентябрь шикарный. Прям вот шикарный, до усрачки. Сентябрь — это твой комфорт. Ты будешь жить в комфорте. У тебя будет все, что нужно, даже больше. Деньги будут, вещи красивые будут, возможно, там лишнего даже будет, да? То есть ты почувствуешь себя состоятельной. И это будет результатом того, что ты делала все, что до сентября делала. Вот этот вот груз из января, да, борьба февраля, хитрожопость марта — все это привело к сентябрю, когда ты сможешь просто, как говорится, жизнью наслаждаться. Ты будешь на себя тратить без вот этих: «А вдруг я что-то не так делаю», совесть и все дела. То есть красивая одежда будет, хорошая еда будет, приятные вещи будут, потому что ты заслужила, потому что можешь себе позволить. Вот самодостаточность — это вот слово сентября, понимаешь, в твоем случае. Понимаешь, это ты никому ничего не должна, ты сама себе обеспечиваешь жизнь, какую хочешь, и это кайф. Поэтому этим месяцем наслаждайся, потому что ты долго к нему шла, аж целых 9 месяцев. Октябрь — новая искра. Вот знаешь, маленькая, но вот яркая до усер. У тебя появится или идея, или вот проект, или вот желание что-то новое начать. Вот этот, как называется, забыл сейчас. Не адреналин, а энтузиазм. Ты энтузиазм почувствуешь, понимаешь? Вот как в молодости, когда все впереди и все возможно. Это связано с творчеством, с учебой, с новым делом. Что-то вот, что тебя вдохновляет, что заставляет глазки твои гореть и солнышку радоваться. И ты будешь как вот ребенок, которому новую игрушку купили. Ты будешь исследовать, пробовать, ошибаться, снова пробовать, и это очень хорошо. Это вот то, чего тебе не хватало вот в этом сентябре скучном, понимаешь? Ну, как ни говори, да, сентябрь будет, как сказать, не меланхоличным, скорее всего. А вот октябрь, он тебе напомнит, что жизнь, она на комфорте не заканчивается, что всегда есть куда расти, что новые вот эти начинания нужно делать. Поэтому хватайся за эту идею, да, там не откладывай, потому что она важна будет для вот этого твоего будущего. А ноябрь — это вот про прошлое, про вот это, как сказать, про возвращение к корням, назад, понимаешь? То есть, давай по-другому скажу, вот кто-то из давних времен, да, он снова в твоей жизни появится. Это или друг детства, или первая любовь, или вот человек, ну, которого ты из виду давно потерял. И вы встретитесь, и это будет хорошая встреча, теплая. Ты будешь вот вспоминать, как раньше было, да, какой ты была, что было важно тогда. Вот эти воспоминания, они добрыми будут. То есть ноябрь, он про ностальгию, про вот это желание вернуться в те времена, когда все было проще, когда ты не знала того, вот что знаешь сейчас. Как говорится, раньше трава зеленей была, да, и солнышко круче светило. То есть ты, когда мир казался добрее. Но сразу скажу, это не грусть, это тепло. Это будет, как сказать, благодарность за то, что было. И понимание, откуда ты пришла и как далеко зашла. Поэтому позвони родителям, съезди в родной город. Там, то есть ноябрь для этого, для ностальгии будет. Ну а декабрь, он солнцем закончится. Ярким, теплым, настоящим счастьем.
То есть ты сиять будешь. Все получилось, все сложилось, все, о чем ты мечтала, случилось. Декабрь, он будет тебе как награда за весь год. Люди вокруг будут на тебя смотреть и радоваться. И твое счастье, оно будет вот, как сказать, как гриб передаваться. Ты станешь центром праздника. То есть здоровье там, любовь, деньги, подруги, друзья, все это будет. Все сойдется в декабре в одну большую радость. И Новый год 2027 ты счастливый встретишь. По-настоящему счастливый. Ты будешь той, кто вот прошел вот все это с января по декабрь и победителем вышел. Которая сделала правильный выбор, которая заслужила свое счастье. Декабрь, он, знаешь, он покажет, что вот все было не зря. Каждый вот этот триггер, каждый тяжелый день, каждое решение сложное, каждая ночь, где ты не спала, все это приведет к солнцу, понимаешь? То есть к радости, к лучшей версии твоей жизни. А по-другому и никак. Обязательно подписывайся на канал, оставь обратную связь. И помни, что я с тобой рядом. А мы перейдем ко второму варианту. Двоечки, привет. Карты выложил с января по июнь. Итак, что тебя ждет? Ну, знаешь, январь — это испытание на прочность. Не физического, а вот именно эмоционального. Кто-то или что-то тебя просто будет бесить, что ты аж кушать не сможешь. Прям конкретно из себя выводить. Это на работе или человек в семье, и вот, знаешь, захочется вот к черту его послать и разнести все вокруг. Но ты не разнесешь, нет, ты будешь терпеть, кулачки сжимать под столом, будешь глубоко дышать, там, возможно, до 10 считать, да, и молчать. Хотя будет хотеться вот орать прям. Это не слабость, нет. Это вот эта твоя сила, о которой мало кто знает. То есть сила сдержаться, когда все внутри кипит, как говорится, какашки кипят, а мы молчим. И не срываться, когда провоцируют. Лишнего не наговорить, когда прям язык чешется, чтобы вот, как сказать, выдать вот эту вот автоматную очередь. И ты пройдешь через это. Выйдешь другой совершенно, более спокойный, более в себе уверенный, потому что ты поймешь, что ты можешь контролировать себя в таких говяных ситуациях, что тебя невозможно вывести из равновесия, да, если ты сама этого не захочешь. И это будет важный урок. Он потом в будущем тебе пригодится, потому что, ну, давай объективно, год будет непростой. А умение держать себя в руках — это будет, как сказать, главным твоим инструментом. Январь тебя одной штуке научит, что не все надо решать вот этим ультразвуком женским. Иногда мягкость, она побеждает там, где агрессия проигрывает. Поэтому я всегда что говорю? Когда тебе что-то не нравится, не надо кричать. Нужно мило и нежно, с улыбкой психопата говорить, чего ты хочешь. И всегда получишь это. Ну а в феврале много думать будешь. Вперед смотреть и прикидывать, кем я хочу быть, да, когда вырасту. Хоть тебе уже и там 50 с плюсом лет. То есть ты будешь думать, куда двигаться в феврале. У тебя будет ощущение, что ты вот на перекрестке, что надо что-то решать, что жизнь требует определиться с направлением. То есть куда идешь, чего хочешь и где вообще видишь себя через год.
И ты будешь держать в руках свой мир. Прям буквально ощущать от тебя вот, как сказать, вот ты поймешь, что от тебя зависит, куда мир покатится. Понимаешь? А это будет тебя, ну и пугать, и вдохновлять. Февраль, он для планирования будет хорош. Для больших решений, для того, чтобы вот сесть и честно самой себе ответить на вопрос, что я на самом деле хочу от этой жизни. И речь пойдет о переезде, о смене работы, о начале чего-то нового. Ты вот будешь смотреть, сидеть на горизонт, да, и примерять на себя разные варианты жизни. И самое главное, не торопись вот с окончательным решением. Февраль, он для думок, да, для раздумий, не для действий. Поэтому февраль смотри, взвешивай, прикидывай и решай, чего хотеть дальше, да. Главное, поймешь, что у тебя выбор есть, что ты не в угол загнана, да, что мир большой и места в нем всем хватит. Ну, а март паршивый будет. Это у нас тревога, страхи, мысли, которые уснуть не дают. Будешь просыпаться в 3 ночи, да, и лежать с открытыми глазами, всякую дрянь себе в голове придумывать. И страхи полезут из всех щелей. Те, которые ты давно запихнула в себя, да, глубоко и подальше, они выберут наружу. Будешь за будущее бояться, за деньги, за отношения, за здоровье, за все сразу. Понимаешь? И это не пророчество, что все плохое случится. Нет, это просто период у тебя будет, когда твой собственный мозг тебя будет терроризировать страхами. Когда мозг просто сам ни с того ни с сего решит, что самое время, как говорится, бояться и паниковать. И ты будешь уставать от собственных мыслей. Прям физически уставать. Потому что вот, когда ночью не спишь, а о плохом думаешь, да, днем ты труп, грубо говоря. Вот март надо просто пережить. Понимаешь? Это, сразу говорю, это будет временно. Твои страхи — это не реальность. Это просто игра мозга твоего. И большинство ужасов, которые ты сама себе напридумываешь, они никогда не случатся. Понимаешь? Если станет совсем невыносимо, напиши на бумажке свои страхи, да, вот все до единого. И увидишь, когда их напечатанными, да, написанными, то станет тебе легче. Потому что на бумажке они выглядеть будут не так страшно, как у тебя в голове. Понимаешь? Апрель, апрель. Реальность придет. И она жесткой будет. Денег не будет хватать. Вот прям серьезно не будет хватать. Ты почувствуешь себя вот на мели. Посмотришь на свой счет там в телефоне, да, и поймешь, что, как говорится, все. Это может быть потеря работы, крупный какой-то расход или долг, который надо вернуть. Что-то, что вот по кошельку больненько ударит. И вместе с деньгами уйдет ощущение безопасности. Ты почувствуешь себя, вот, как сказать, открытой, уязвимой, одинокой. Холодно, то есть, будет не только снаружи, но и внутри. И кто-то в этот момент отвернется от тебя в этот месяц. Человек, на которого ты рассчитывала, он не поможет. Дверь, то есть, которая должна была открыться, она останется закрытой. Постучишь, а тебе не ответит. Вот апрель, он покажет, кто есть ху, да, кто есть кто. Кто рядом, когда хорошо, а кто, как говорится, остается даже когда плохо. Больно, но полезно. Ну а что поделать? Ты справишься в любом случае. Не потому, что там помощь придет, а потому, что ты сильнее, чем ты думаешь. Потому что январь, он не зря учил тебя терпению, да? Вот оно пригодится в апреле. Ну а май — пробуждение. Вот как этот будильник звенит, вот такое же громко, резко, не схватишь, а встанешь резко. То есть ты вскочишь, словно забыл, вскочишь. То есть, ты знаешь, ты
увидишь свою жизнь целиком, всю, вот как говорится, с высоты птичьего полета, и ты поймешь, что многое надо менять, что жить так дальше нельзя, что пора заканчивать то, что с тем, что тебя вниз тянет. Май — это переоценка всего. Работы, там, окружения своего, отношений. Ты просто посмотришь на свой мир новыми глазами и скажешь: блин, а как я вообще так жила-то? Вот май тебе открытые глаза принесет. Понимаешь? Ясность, но немножко болезненно. Ты просто признай, что ты давно, как сказать, в этих розовых соплях жила. Начнешь называть вещи своими именами. Перестанешь себе врать. Понимаешь? После мая ты будешь, знаешь, ты уже не будешь прежним. Часть старой тебя умрет, и это будет хорошо, потому что на месте родится новая ты, которая знает правду, которая может на мир смотреть без вот этой розовых очков и готова жить так. Понимаешь? Май — это точка невозврата. После него назад дороги не будет. Ну а июнь тебя все разнесет прям буквально. То, что прочно, тебе казалось, я имею в виду, это рухнет все. Быстро, без предупреждения, просто пиздык и все. Ты не успеешь подготовиться, не успеешь эту, как ее, соломку подстелить. Вот просто в июне все. Быш, бдыщ и все. Понимаешь? Это может расставание, увольнение, разрыв важных отношений, конец чего-то, что казалось тебе вечным, обрушение полностью планов, на которые ты рассчитывал. Первая реакция, скорее, конечно, шоковая будет. Потом злость, потом отчаяние. Ты будешь стоять, как говорится, на обломках, да, и думать, чего дальше делать. Но что важно, это разрушение нужное. То, что рухнуло, оно давно должно было рухнуть. Оно вот на соплях и на молитвах держалось все. И ты сама знала, что это там все гнилое. Просто боялась этого признать. Вот июнь, он как раз тебя и освободит. Грубо, больно, поджопник тебе даст, но освободит. И после него ты будешь строить все заново на чистом месте, да, без старого хлама. Поэтому по башне, знаешь, не пытайся удержать то, что падает. В сторонку отойти нужно, да, и дай этому рухнуть. Так лучше для всех будет. Давайте посмотрим другие 6 месяцев. Итак, двоечки, июль. Ну, знаешь, тут понятно, да, даже трактовать не нужно. Вот после вот этого июньского разрушения придет созидание. То есть это будет, знаешь, это твой месяц. У тебя в руках будет все, что нужно, все возможности, все ресурсы, которые нужно, чтобы вот начать сначала после июня. Ты такая посмотришь на себя и думаешь: а я-то молодец, а я-то супермен. И вот этот месяц, когда ты судьбу за шкирку берешь, понимаешь, и начинаешь делать. Вот жаловаться, то есть когда перестаешь и начинаешь делать. Когда вот от слов к действиям, и ты увидишь саму себя. Окажется для тебя самой, что ты умеешь больше, чем ты думаешь, что этот, как говорится там, глаза боятся, руки делают, а руки растут у тебя откуда надо. Понимаешь? Июль — это про мастерство, про умение создавать свою реальность, про то, что ты не жертва жизни, обстоятельств, вселенной и так далее, а автор, понимаешь? И начни что-нибудь новое в июле, там, проект, дело, отношения, там, привычку какую-то, хорошую только привычку. Все, что начнется в этом месяце, все будет хорошо. Потому что ты в ударе будешь, в потоке, да, на пике своих вот этих возможностей.
А потом август всех твоих сил потребует. Прям вот всех до последней капельки. То, что в июле построишь, в августе придется защищать. То есть кто-то полезет отнимать, кто-то попытается сломать, кто-то скажет, что ты не справишься, это не твое, и вот это вот, как сказать, вот это плохое слово, в общем, какое-нибудь придумай, вот это вот какашка, понимаешь? И ты будешь стоять на своем, измотанная, уставшая, но стоять, как говорится, оборону держать. Но это месяц будет, знаешь, когда вот хочется сдаться. Руки опускаются, здравствуй, апатия, сил больше нет. Но ты будешь находить еще, 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 еще. Август, он покажет, из чего ты сделана. Понимаешь? И чем ты сделана, а то у меня не пальцем делано. Понимаешь? Это вот, знаешь, никогда вот все хорошо, и вот, как сказать, и ты этим наслаждаешься. Нет. Август как раз покажет, как все будет легко, если быть сильной. Понимаешь? И к концу месяца ты будешь выжатая, но победившая, потому что не отступила, потому что не сдала свои позиции, сожрать себя не дала. Поэтому в августе себя береги. Отдыхай, когда можешь. Силы на лишнюю всякую хрень не трать, потому что они тебе понадобятся. Сентябрь — искушение. Большое, сладкое, вкусное, опасное. Это кто-то из прошлого. Человек, которого, лучше забыть будет. Привычка, от которой ты избавилась. Понимаешь? И вот это вернется, скажет: а давай-ка как раньше мы с тобой. И ты захочешь согласиться, потому что устала за лето. Потому что знакомое кажется безопаснее нового. Потому что соблазн вот этот, да, легкий путь тебе пообещает. Самое главное, не ведись, потому что это ловушка. То вот от чего ты ушла, ты не просто так ушла. Он манит тебя обратно, оно не изменилось. Оно просто сняла маску его какашки и надела красивую маску. Ведь делает, что оно стало другим. Сентябрь на прочность тебя проверит. Насколько ты изменилась за этот год. Вообще готова жить по-новому или, как говорится, побежишь в старое болото. Вот скажи нет. Сколько бы раз ни пришлось, каждый раз говори нет. Потому что одно твое «да» разрушит все, что ты строила. Понимаешь? Потому что октябрь у нас боль приносит. Понимаешь? Потому что ты согласишься в сентябре, но я тебе говорю, как надо сделать, чтобы в октябре больненько не было. Но там уж тебе решать. Карты как выпали, так я и говорю. Ты примешь эту, как сказать, старую привычку, и октябрь тебя размажет. Он тебя предаст, обманет, сделает больно. То есть человек, вот от которого ты доверяла, которого ты любила, который был важен, это будет удар. Не будешь ожидать, нет, не будешь готовый. Ты вот потом посмотришь, скажешь: блин, дед, надо было тебя смотреть еще там в декабре. Ты думал, вот с таким человеком такого не случится. Оно вот случилось. Плакать будешь, много плакать. Сердце будет болеть, эмоционально. Понимаешь? Но ты переживешь все. Потому что люди переживают и не такое. Потому что боль, она не вечна, даже когда кажется, что она вечна. И вот октябрь, он будет самым тяжелым месяцем года. Тяжелее января, тяжелее апреля, тяжелее июня, но и он закончится. Все заканчивается. Вот запомни, вся боль заканчивается. Дай себе право пострадать. Не притворяйся, что тебе там похрену, поплачь, в подушку поори. Выпусти вот это все наружу. Потому что если внутри держать, будет только хуже, чем уж объективно, если. После октября справедливость. Ноябрьская. Все на свои места ставит. Тот, кто больно сделал, он люлей получит, понимаешь?
Тот, кто предал, он заплатит. То есть карма сработает так четко, что ты сама удивишься и подумаешь, не знаю, я ведьма. Вот прям реально вот так получишь. Ты получишь то, что ты заслужила вот за весь год, за все вот эти испытания, за все, что вытерпела. Вселенная тебе отдаст долги. Это может быть суд, решение какое-то, официальное подтверждение твоей правоты. Кто-то признает, что ты была права, а они нет. Ноябрь про баланс. Про то, что мир все-таки он справедливый. Что зло наказывается, а добро вознаграждается. Пусть не сразу, пусть через боль, но вознаграждается. Облегчение почувствуешь. Закроется то, что тебя мучило. Завершится то, что висело. То есть точка поставлена будет. После ноября ты выдохнуть сможешь и сказать, что вот все, я готова жить дальше. Примерно вот так. Но год закончится победой. Прям настоящий, заслуженный. Ты будешь в порядке. Деньги будут, стабильность будет, уверенность в завтрашнем дне будет. Все, что вот не хватало тебе весь год, оно появится к декабрю. Рядом человек надежный окажется. Мужчина с деньгами, с головой, с возможностями, кто вот, как говорится, и строить, и создавать умеет. Это новые отношения. Ну или старые, которые выйдут на новый уровень, понимаешь? Кто-то вот, кто в твою жизнь принесет то, чего тебе не хватать будет весь год. Понимаешь? Декабрь, он покажет, зачем вообще этот год нужен был. Все вот эти испытания, нахрена ты проходила, слезы, там разрушения, они все вели в декабрь. То есть к этому моменту, когда ты стоишь на ногах, сильная, богатая, свободная и, как говорится, закаленная. Ты заработала этот декабрь. Каждой своей вот этой страхом, да, каждой копейкой, которого там не хватало в какой-то месяц. Каждой слезой. Поэтому Новый год ты встретишь королевой, потому что ты реально станешь королевой в декабрь 2026. И обязательно помни, что я с тобой рядом. Но мы перейдем к третьему варианту. Итак, троечки. Троечки. Ну, знаешь, вот январь у тебя начнется с того, что ты станешь главной. В своем там пространстве, в своих делах, в своей жизни. Ты просто порядок наведешь. Причем везде. В квартире, в голове, в отношениях. То есть все по полочкам разложишь. И выстроишь всех и вся. Понимаешь? Как говорится, создашь правила и будешь требовать их выполнения. Это, знаешь, это январь, я имею в виду, это твой месяц власти. Ты будешь команденышем. Это я просто Рик и Морти вспомнил, там, команденыш. То есть ты будешь командовать, решать за всех, ответственность брать, нести вот эту всю ответственность без всякого нытья. И люди вокруг тебя начнут слушаться тебя. Не потому, что ты орешь, нет, потому что ты права, и они это чувствуют. Потому что, знаешь, вот, когда орешь, наоборот, тебя люди не слышат. А когда ты, как сказать, спокойно скажешь, то сразу все слышат. И мужчина с властью рядом появится. Это или начальник, отец, то есть тот, кто выше тебя по статусу. И он будет влиять на твои решения. Там, советы давать, иногда давить. Но в целом полезное его и присутствие будет. Ты просто поймешь, что быть главной — это
не только хорошо, да, но это еще и ответственность, и нагрузка огромная. Когда все смотрят на тебя и решений ждут, да, и нельзя сказать «я не знаю». Понимаешь? То есть январь, он тебя управлять научит. И в первую очередь самой собой. А потом уже, как говорится, все остальными. Ты границы поставишь, которых раньше не было. Понимаешь? Ну, а февраль на тебя нападут. Ну, не физически, ну а так реально будет. То есть кто-то захочет отнять то, что ты заработала в январе. То есть твою позицию, твое место, твой вот этот авторитет. Тебе придется драться, отбиваться, на своем стоять, когда со всех сторон лезут всякие нехорошие люди. Ты будешь одна против многих, окружена теми, кто хочет тебя сковырнуть. Каждый день будет боем. Утром встала, сразу в бой. Вечером легла и понимаешь, что завтра опять бой и опять то же самое. Это будет тебя выматывать. Ты устанешь от этой постоянной обороны. От вот этой необходимости все время настороже быть от того, то, что расслабиться ни на секунду нельзя будет. Но ты выстоишь. Ты устанешь, но ты выстоишь. Понимаешь? Покажешь всем, что тебя, как говорится, голыми руками не возьмешь. Февраль — это, знаешь, в феврале ты покажешь, на что ты способна. Понимаешь? Что не сломаешься под давлением, что твои границы из января никто не пересечет просто так, потому что там кто-то захотел, да? Ну, к концу месяца атаки эти утихнут. Те, кто лез, они поймут, что это бесполезно, и отступят. А ты на своем месте останешься уставшая, но, как говорится, победившая. А март работу принесет, причем много работы, очень много работы. Вкалывать будешь, как лошадь Пржевальского. Каждый день одно и то же. Это, как его называется, оттачивать свое мастерство. Учиться чему-то новому, там, практиковаться, совершенствоваться, тренироваться, вот это все. Но это не будет скучно. Это, знаешь, такой период, когда ты становишься мастером. Когда вот руки начинают делать сами, а когда голова понимает вот все, как работает. И ты освоишь что-то полезное, что-то новому научишься, за что платят. Понимаешь? То есть, как сказать по-другому, вот умение, которое оценится. И это связано с твоей работой. Понимаешь? Март, он терпения требует. Результат сразу не будет. Сначала ты будешь криво делать, медленно, потом лучше, потом еще лучше. И просто в какой-то момент поймешь, что ты стала профессионалом. Деньги пока не главное в этом месяце. Главное — это вот опыт, который ты накапливаешь. И он пригодится, причем очень сильно. Работай усердно, не халтурь, потому что, знаешь, в этом месяце каждая деталька будет важна. Понимаешь? И вот то, что ты делаешь в марте, оно определит весь твой заработок до конца года. Понимаешь? В апреле мужик появится богатый. Понимаешь? Не принц на белом коне. Это, знаешь, практичный мужичонка, который знает, как говорится, цену всему. Он зарабатывает, он копит, у него есть там имущество, счета, какие-то активы. И разбрасываться деньгами он не думает. Ну и не жадничает, конечно. И он в твою жизнь войдет, знаешь, как вот или деловой, или личный партнер. Пока это не важно. Главное, что с ним у тебя стабильность будет. И уверенность, что завтра будет еда, да? А ощущение будет, что есть на кого опереться. И по деньгам у тебя улучшится все. Но не потому, что он тебе деньги даст, а потому, что его присутствие откроет новые возможности. А это связи, контакты, доступ к тому, чего у тебя раньше не было. Вот апрель — это будет твой месяц денежного подъема, понимаешь? Ты почувствуешь себя вот обеспеченной, да, сможешь позволить, чего раньше не могла себе позволить. Копейки перестанешь считать, но не расслабляйся. Деньги — это хорошо, но они привлекают же не только хорошее, понимаешь? И в мае ты влипнешь, прям по уши влипнешь
в то, от чего потом будет трудно отцепиться. Это зависимость. Не обязательно там от чего-то плохого. Нет, это от человека или от чувства, которое тебя захватит. Ты просто окажешься в ловушке, которую сама себе расставила. Вот тот богатый мужик, да, который вот в апреле, у него темная сторона есть. И ты эту сторону увидишь в мае. И вместо того, чтобы уйти, ты останешься, потому что ты подсядешь на что-то. Ну, или на его деньги, или на его власть, или вот, как сказать, на компот. Понимаешь? То есть на что-то, что будет держать тебя крепче, чем цепи, понимаешь? Май– это месяц, когда ты свободу потеряешь, которую усердно строила в январе. Ты сама отдашь ее вот в обмен на кайф, который окажется ядовитым. Понимаешь? И ты будешь понимать, что это неправильно. Голова у тебя будет кричать «беги!», а ноги не пойдут, потому что тело хочет остаться, потому что привыкло, потому что страшно потерять то, что дает этот мужик. Это самый опасный месяц года. То, что ты тут сделаешь или не сделаешь, это определит вот следующие полгода, понимаешь? А в июне ты вырвешься, победишь. Выйдешь из этой истории, я вот не знаю, есть такое слово триумфатором. Ну, в триумфе выйдешь, понимаешь? Ты скинешь с себя то, что держала в мае, и на свет выйдешь. Прям носиком вверх к солнышку, да, с гордостью и с победой. Люди хвалить тебя будут. Будут говорить, ты умничка и так далее. То есть ты получишь признание, которого ты заслуживаешь. То есть это будет месяц славы. Маленькой, ну, в твоем масштабе, да, но славы. Ты будешь в центре внимания. Все будут смотреть на тебя и радоваться тебе. Успеху твоему. И после вот этого мая темного, это вот как солнышко вышло. То есть легкость почувствуешь, свободу, радость от того, что ты справилась, что не сдалась, и что выбрала не вот эту ядовитую привязанность. То есть июнь будет награда за мужество, я бы сказал, но тебе я не знаю, как применить слово мужество, просто за то, что ты молодец, за то, что в какой-то момент сказала, что хватит, и вышла, даже когда все внутри хотело остаться. Поэтому июнем наслаждайся на полную катушку, ты его заработала. Давайте посмотрим следующие полгода. Троечки, июль. Июль, знаешь, он любовь принесет. Прям вот настоящую, которая с выбором. То есть, знаешь, у тебя будет вопрос, с кем быть. Или вопрос вот быть или не быть с кем-то конкретным. И это будет важное решение. Оно поменяет всю жизнь. Чувства будут настоящие. Не как в мае, где зависимость была. Тут любовь будет, которая, как говорится, делает лучше, а не хуже. Понимаешь? И ты будешь выбирать между двумя путями. Старой жизнью и новой. Привычным и неизвестным, или там безопасным и рискованным. Июль, знаешь, он честности с собой потребует. Вот прям чего реально я хочу. Не что правильно хотеть, не что люди скажут, а чего сердечко твое хочет, понимаешь? И выбор, который ты сделаешь в июле, он следующие годы твоей жизни определит. Не месяцы, именно годы. Поэтому не торопись, думай там, чувствуй и выбирай тем местом, да, которое не врет. А любовь будет, вопрос только, примешь ли ты ее или испугаешься. Август планирования, смотреть вперед будешь. В руках держать будешь, как говорится, мир и решать, куда идти. Вот август– это большие решения. Вот месяц больших решений. Это переезд, смена работы, новый твой бизнес какой-нибудь. Что-то вот, что потребует
как сказать, видение на годы вперед. Вот будешь стоять, смотреть на горизонт и думать, куда дальше идти. После вот этого июльского выбора в любви придет время выбора в жизни, понимаешь? То есть куда хочешь прийти там лет через 5, где жить хочешь, чем заниматься. Август — это планирование. Понимаешь, голова ясная, сердце спокойное, денежки есть. Извиняюсь. То есть в августе ты можешь позволить себе по-крупному мечтать. Начни что-нибудь новое там, вот запусти что-нибудь такое, да, бизнес какой-нибудь, который тебе плоды потом много принесет. То есть фундамент заложи для своего будущего. То есть это месяц возможностей. Двери открыты, дороги свободны, как говорится, дуй вперед. Ну а в сентябре все полетит. Быстро, резко и без тормозов. То есть, знаешь, вот все понесется так, что ты успевать не будешь. Решение за миллисекунды, действия там без раздумий. Ты будешь бежать и делать одновременно. Знаешь, как ты у меня в голове сейчас? Бежишь с одной стороны, как его называется, кастрюль, вот когда венчиком делают, взбивают, вот, и заодно бежишь. А с другой стороны ты бежишь, венчиком забиваешь, еще и на тромбоне играешь. Понимаешь? Вот у тебя вот так вот будешь бежать и делать одновременно. И появится кто-то вот стремительный. Мужик, который говорит, что думает, делает, что говорит, и он в твою жизнь ворвется и все перевернет. С ним будет как страшно, так и захватывающе. И он скажет тебе правду, прям жесткую, неприятную, но правду. То, что другие боятся говорить. И то, что ты от самой себя прятал. Он достанет все вот это плохое, да, на свет и тебе в лицо ткнет. Сентябрь скорости требует, поэтому тормозить нельзя и нельзя думать неделями. Поэтому, как говорится, решай здесь и сейчас, и действуй, пока вообще возможность есть действовать. То есть это месяц адреналина, понимаешь? Ты будешь жить на нервах, но эти нервы, они будут того стоить. Потому что в октябре придет уже умный мужчина. Сразу говорю, я говорю то, что придет человек, да, это не обязательно, потому что я один раз сказал, да, там, в каком-то из раскладов. Придет мужчина, вот это, сразу, а куда мне 2 мужчины? У вас, я думаю, что такой в голове каши нет, что если я говорю мужчина, это не значит то, что для любви придет или для отношений. Нет. Вот умный мужчина в октябре придет. Он холодный, логичный, острый. И он вот, как сказать, он твою жизнь будет анализировать. То, что ты делаешь, точнее, не жизнь твою. Говорить, что делать, почему так делать. И он будет прав. Даже если правда неприятно. Это или юрист, или начальник, или вот консультант какой-то. Вот кто-то, кто знает, как устроен мир. И он поможет тебе разобраться в твоей сложной ситуации. Даст совет, которому нужно будет следовать. Вот октябрь, он про ясность. Понимаешь? Про то, чтобы розовые сопли снять и увидеть реальность. Про честный разговор с самой собой еще октябрь. И ты будешь принимать решения, которые логичны, не на чувствах. Потому что чувства иногда врут, а факты нет. Поэтому вот этот, который человек придет в октябре, слушай его, потому что он знает, что делает. Понимаешь? А ноябрь огонек, ну, он, знаешь, по-другому скажу. Ноябрь в тебе зажжет огонь, энергию. Действовать хочется. Еще один мужик появится, энергичный, харизматичный, прям лидер. И он вести тебя за собой будет. Потому что он знает, куда идет, и умеет вот этим других заражать. И ты почувствуешь прям себя полной сил, живой, прям готовый на подвиги. И ноябрь даст тебе вот эту энергию, которую тебе весь год не хватало. То есть ноябрь будет месяцем действия, я бы сказал.
не планирования, да, а вот реального действия. Ты будешь делать то, что ты давно откладывала, и начинать то, о чем ты думать боялась. То есть огонь внутри горит, и пользуйся, пока он горит. Потому что в декабре все остановится. Ну а как тут по-другому никак не скажешь. Это тотальная пауза в декабре. Ты зависнешь, ты остановишься, ты перестанешь двигаться. Не потому, что что-то плохое случилось, нет, потому что остановиться надо и подумать. То есть декабрь для тебя, как сказать, месяц вот переосмысления будет всего года. Нет, не всего года, даже всей жизни. Понимаешь? Ты будешь на мир вообще по-другому смотреть. Понимаешь? Понимать, что раньше не понимала. Декабрь, он, знаешь, требует жертвы. То есть отказа от чего-то ради чего-то большого. И ты поймешь, от чего надо отказаться, и это сделаешь. Год тишиной закончится. Вот прям внутри у тебя будет тишина, которая нужна, чтобы себя услышать. И ты услышишь. И уже 27-й год ты как сказать, начнешь вообще другим человеком. После декабрьской паузы. То есть декабрь практически ничего не случится. Просто месяц, который у тебя пролетит, как сказать, даже не заметишь. На этом все. Приятно было с вами побыть. Еще раз повторяю, всем спасибо за обратную связь, которую вы оставляли в течение этих 2 лет, которых я с вами был. А премьеры, я думаю, что уже висят. И помните, я всегда рядом.